Всем привет, доброго здоровья, дорогие друзья! Сегодня поговорим о вредителях пчел и, как ни странно, о муравьях. Насколько же они могут навредить пчелам и является ли это действительно проблемой в пчеловодстве? Потому что некоторые комментарии людей говорят, особого вреда от них не видел, а кто-то спрашивает, как же с ними бороться, потому что очень сильно докучают. И в основном это визуально проявляется для пчеловода тем, что они постоянно ползают в улье, заводятся под крышками, в подушках, там целые гнезда, пока неделю-две ульи не открывал, там уже целое семейство, яйца тянут и все остальное. Итак, я перечислю сегодня несколько пунктов в порядке возрастания вреда от муравьев, которые могут быть для пчел и пасеки в целом. Первое – это воровство меда, перги, то есть кормов в улье. Сразу нужно сказать, что муравьи имеют очень множество видов, подвидов, пород, которые разнятся своей цепочкой питания и другими особенностями. Поэтому одни могут быть вредны, другие совершенно безвредны. Поэтому мы начнем с самого простейшего. Есть вид муравьев, которые воруют корма у пчел. Это мед, перга, залазят в улей. Мы этого можем не видеть как-то визуально, но они питаются сладкими остатками, кормами пчел, которые есть в улье, а также тем, что осыпается на донье. Особенно если донья сетчатые и пчелы не могут почистить этот мусор, а пчеловод сделал это не своевременно, либо же просто прошел 1-2 дня, и муравьи, они очень быстро развиваются на новом месте. А также сюда входят остатки личинок. Бывает, вы осматривали улей, трутень упал, либо личинку повредили, а различные останки падают вниз. Также являются прекрасным кормом, пищей для муравьев. Учитывая, что по улью бегают эти насекомые, это вызывает второе – стресс у пчел. Стресс и беспокойство, которое приводит к нарушению функционирования пчелиной семьи. Пчелы отвлекаются от работы, это может вызвать стресс даже до ухудшения состояния семьи и ее ослабевания. Третья проблема, вызываемая муравьями, это разрушение ульев. Кроме того, что существует отдельный вид муравьев компонотус или попросту называемыми древоточцы. Это те муравьи, которые способны прогрызать дерево любой породы, не только труху, но даже и нормальное сухое дерево. Прогрызают, оставляют там личинки, размножаются, устраивают целые ходы. Я не понаслышке, не просто по картинкам из интернета об этом знаю. Когда-то купил себе на развод ульи у одного пчеловода. Здесь только глубокий вздох. В потолочинах этих ульев как раз жили вот эти древоточцы. Это большие черные муравьи длиной тела до 1 сантиметра, которые просто, ужасно страшно выглядят. Они почти размером, половина пчелы точно. И вот там было столько ходов, что, понятное дело, эти все потолочины были выброшены, но кроме потолочин также был затронут и улей. Кстати, этот улей, который был поточен частично этими древоточцами, стоит вот передо мной сейчас, и я его ремонтировал для того, чтобы сделать из него нуклеус 9-местный, есть у меня видео на канале. Но что хочу отметить, кроме этих компонотусов есть еще муравьи, которые мелкие. Вот они сейчас у меня в этом улье опять завелись. Я же его отремонтировал, взял ПВА, взял опилки, смешал, заклеил, различные щели позаделывал. Так вот там, где клей неплотно схватил древесину, они все эти опилки сейчас мелкие муравьи выносят, устраивают себе насыпи, делают муравейник в отдельных углах этого улья по щели, вытягивая абсолютно все опилки. То есть однозначно этот пункт я подтверждаю как никто другой, потому что реального какого-то воровства прям меда не видел, не встречал таких муравьев, а по поводу древоточцев и вот этих вот мелких вредителей могу подтвердить на личном горьком опыте. Четвертый пункт – это конкуренция и ослабление семей. То есть речь уже идет о конкретной конкуренции жилья в улье. Муравьи занимают конкретно дно улья, вытесняют пчел, воруют у них яйца, личинки, какие-то поврежденные личинки и различные другие останки, которые могут быть в улье или же в сетчатом дне улья, а также на подставках. Все, что просыпается, дополнительную пищу также составляют различные осыпавшиеся зерна пыльцы. И пятое, друзья, это самое страшное, самое ужасное, что может быть – переносчики болезней, в том числе патогенных, вирусных и гнильцовых заболеваний. Каким образом это происходит? Дело в том, что часть муравьев питаются таким образом, что у них там идет разложение, различная падаль, они стягивают мертвых личинок в свой муравейник, и происходят там различные грибковые преобразования в патогенной среде. И
туда-сюда, переползая из улья в муравейник и обратно, они могут занести в улей эти болезни. И очень часто люди не понимают, как так, все прекрасно, ульи чистые, за пчелами следил, все замечательно, все хорошо, а в итоге образовался европейский или американский гнилец на пасеке, откуда это могло быть, и начинают винить каких-то соседей, а их в округе тоже нет. А причиной могут быть как раз-таки муравьи. Ну и мы поговорим не только о вреде муравьев, а также о борьбе с этими насекомыми на пасеке, о том, как можно уменьшить их колонии. Также плюс на пасеке, как правило, растет трава. Очень много ее бывает, нужно регулярно скашивать, но как бы вы ни косили, все равно в самой траве очень много бывает муравейников. Кроме того, вы ставите подставки, это может быть нарушение грунта, взрыхление грунта, и муравьи там очень легко поселяются. По подставкам переползают в ульи, живут в подкрышниках или в самих ульях. Борьба и методы рекомендаций часто сводятся к тому, чтобы на подставках ульев делать какие-то специальные заграждения в виде солидола, специальных гелей против муравьев, прилипающих лент, липучек, когда муравьи просто механически не смогут подняться по ножкам. Ножки подставок ставят в отработку, в воду. Что хочу сказать по поводу этого механического действия. Какое-то действие оно имеет, различные солидолы и липучки, это все временно, потому что дует ветер, налипает пыль, налипают другие букашки, камашки, солидол перестает выполнять свою функцию. Кроме того, это нефтяной продукт, зачем он нужен рядом с ульем на вашей экологически чистой пасеке. Отработка в том числе. Воду нужно постоянно доливать, и она же будет разрушать ваши подставки, производя там или коррозию металла, или же гниение дерева. Ну и, как показала практика в далеких моих годах в борьбе с муравьями, все это абсолютно не действует. Если у вас пасека находится где-то в частном секторе, в черте города, то и муравьев там гораздо меньше. У меня пасека была за чертой города, в прекрасном таком живописном уголке, где не было трассы, не было различных там выхлопных газов, и многого-многого не было. И там живности было больше, и восковой моли больше, и муравьев больше. И поэтому я вам так скажу, все, чем мне удалось эффективно бороться, это яды, к сожалению, химия, которая смогла остановить муравьев. Здесь нужно быть очень осторожными, насыпать ее таким образом, если вы решили убить колонию муравьев, потому что этот сахар могут сами муравьи занести в улей, если они там живут. Короче говоря, часть этого инсектицида может попасть на самих пчел, чтобы ваши пчелки не отравились. Поэтому нужно искать сам муравейник, сыпать туда, в общем, пользоваться осторожно. Очень много продается различных ядов. Я не в качестве рекламы, а просто чтобы конкретика, да, и вам помочь, те, у кого есть доступ к препарату БРОС. Польский, кажется мне, препарат. Это такой мелкий сахарок. Очень много продается там антимуравей, муравей стоп, вроде бы сахар, но действует или временно, или вообще не действует. Вот именно этот БРОС от этой компании, фирмы, он эффективен и против слизняков, я его пробовал, и против муравьев. Действительно, чуть-чуть присолил, и их вообще там больше никогда нет. Поэтому, друзья, вооружитесь этой мыслью, тем более кто-то спрашивал у меня уже на канале, как бороться с муравьями. Я вам все рассказал по этой теме, и о вреде, и о методах борьбы. Решать, выбирать вам, никого не призываю к уничтожению насекомых, но опять же действует правило, когда наносимый вред может принести желаемую пользу или наоборот, наша порою жалость может привести к большему вреду. И, например, вы сохраните одну колонию муравьев, и погибнет вся пасека от гнильцовых заболеваний. Всем удачи, всем мира, здоровья, пока.